В этом видео вы узнаете о технических новинках, которые пророчил Артур Кларк. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Как упоминалось ранее в плейлисте публикации, будут размещаться видео не только о технических и научных публикациях, но и о художественных произведениях, в которых описываются технические системы. Артур Кларк – писатель-фантаст, который в своих произведениях пытался научно обосновать новые технические решения. В одной из книг «Космическая Одиссея» 2001 года есть ряд предложенных новшеств и предсказаний научных открытий, которые остались без внимания на странице в Википедии и разных роликах на YouTube по этой теме. Поэтому в этом видео более подробно о том, о чем упущено другими авторами. Артур Кларк в своих предсказаниях руководствовался тремя собственными законами, которые также получили определенную известность. Вот эти три закона. Первый. Когда уважаемый, но пожилой ученый утверждает, что что-то возможно, то он почти наверняка прав. Когда он утверждает, что что-то невозможно, он весьма вероятно ошибается. Второй. Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сделать шаг в невозможное. Третий. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Далее вы познакомитесь с описанием предсказаний в научной и технической сферах, в той последовательности и так, как они были описаны в книге «Сборник зарубежной фантастики» составителя Игоря Михайловича Бондаренко, вышедший в 1992 году. В этом сборнике «Космическая Одиссея» 2001 года опубликована на русском языке с переводом Якова Абрамовича Берлина. Артур Кларк в том числе предсказывал неизбежное и не ошибался в том, что будет, ошибался только в том, когда это будет и где. Вспомните, в 1998 году на Луне тоже объявили карантин, когда там появился мутантный вирус гриппа. Переболело много людей, но ведь никто не умер. Новый штамм вируса гриппа упомянут на 32-й странице. Как точно подметил автор, неизбежность и цикличность некоторых событий. Событий, которые в недавнем прошлом стали реальностью и продолжают оказывать воздействие на нашу жизнь и сейчас, в 2022 году. Со временем и местом этого события Кларк ошибся, но писатели-фантасты могут взять себе на заметку этот прием. Предсказания событий, которые неизбежно происходят периодически, должны рано или поздно сбыться. Далее, во время путешествия ученого на Луну для изучения неизвестного объекта в книге приводится описание окружающих предметов и новых технологий. На странице 39 говорится о том, что еду подают со специальными липкими соусами, чтобы она не летала по салону, а была приклеена к тарелке. На страницах 39-40 описано посещение туалетной комнаты. Кабинка с унитазом, чтобы процесс происходил привычным образом, начинает вращаться, так что пассажир находится близко к периферии вращения. Таким образом создается центростремительное ускорение, которое составляет примерно четверть от ускорения свободного падения на Земле. Этого достаточно, чтобы сделать все необходимые дела. Пассажир чувствует себя космонавтом, находящимся в центрифуге, только с меньшей центробежной силой. Более подробной информации об устройстве туалетной комнаты в романе не приводится. Размеры таких туалетных комнат не позволят их устанавливать на современные небольшие космические аппараты, так как вращение туалета будет сильно возмущать траекторию движения корабля. А вот для космических кораблей порядка на 2-3 большей массы, как, например, в фильме «Чужой», такое вполне возможно. На странице 40 мельком упоминается способ перемещения по космическому кораблю
находящемуся в невесомости, с использованием липкого материала на полу и обуви. Флойд включил свой газетный планшет в информационную сеть корабля и посмотрел одну за другой крупнейшие электронные газеты мира. Их кодовые сигналы он помнил наизусть, и ему не требовалось даже заглядывать на обратную стенку планшета, где был напечатан их перечень. Включив краткосрочное запоминающее устройство планшета, он задерживал изображение очередной страницы на экране, быстро пробегал заголовки и отмечал статьи, которые его интересуют. Каждая статья имела свой двузначный кодовый номер. Стоило только набрать его на клавиатуре планшета, как крохотный прямоугольничек статьи мгновенно увеличивался до размеров экрана величиной в лист пищи бумаги, обеспечивая полное удобство чтения. Прочитав одну статью, Флойд опять включал страницу и выбирал другую. Это отрывок из книги, размещенный на страницах 40-41. Там же упоминается, что статьи обновлялись каждый час. И если заниматься чтением этих статей только на английском языке, то на это занятие можно потратить всю жизнь. Артур Кларк точно предсказал будущее размещение информации в интернет-пространстве. Но представить, что кроме статей можно будет смотреть фильмы и слушать музыку и использовать множество других функций планшета, автор либо не смог, либо решил умолчать об этом. Выразился общей фразой: неужели газетный планшет с фантастически сложной техникой, скрывающейся за простотой его использования, еще не последнее слово в непрестанном стремлении человека к совершенству средств связи? В 2011 году компания Samsung в судебном разбирательстве с Apple апеллировала к тому факту, что прообраз iPad можно увидеть в космической Одиссее 2001 года. На странице 64 приведено предсказание численности населения в 6 миллиардов к началу событий романа. Это точнейшее предсказание. В действительности именно в 1999 году на Земле было зафиксировано достижение численности в 6 миллиардов. На странице 65 высказана надежда, что мировые державы объединятся в стремлении развивать технику и технологии. Но вот что Советский Союз перестанет существовать к тому времени, автор не смог предугадать. В освоении космоса страны действительно объединились, но вот со стремлением развития есть вопросы. На странице 66 упоминается использование записей на магнитной ленте. Еще один промах. Сейчас для хранения информации используются другие носители, более надежные и вместительные. На странице 69 Кларк предсказал наличие 15 спутников у Сатурна. К моменту написания романа было известно о существовании 10 спутников. В 2001 году, когда по роману происходил полет к Сатурну, было известно 30 спутников. На данный момент, 2022 год, известно 82 спутника Сатурна. На странице 75 описывается робот HAL 9000, который предназначен для помощи людям и имеет интеллект, схожий с человеческим, что позволяет ему общаться с экипажем на естественном языке. С аналогичными роботами, но уже близкими к человеческому облику, зрители могли столкнуться во вселенной «Чужие». В ходе полета робот выходит из-под контроля из-за противоречий, заложенных в его программу. Как мы знаем, роботы с искусственным интеллектом разного уровня активно входят в нашу жизнь. Но межпланетный полет люди пока еще не совершили. На 79-й странице описывается волшебная кастрюля, готовящая еду. Прообраз всем нам хорошо известной микроволновки. Представленный в романе способ разогрева еды напоминает чем-то эпизод в фильме «Пятый элемент», когда Лилу разогревала цыпленка. На странице 83 описан пояс астероидов, который, по предположению автора, образовался в результате разрушения еще одной планеты Солнечной системы. По мнению современных ученых, на орбите между Марсом и Юпитером никогда не было планеты. Ключ с нулевым моментом реакции
представлен автором на странице 104. Самое нужное изобретение для космоса. Когда человек болтается в невесомости, то достаточно малейшего усилия, чтобы его отбросить в ненужном направлении. Поэтому такой ключ значительно помогает облегчить работу в открытом космосе, сделать ее безопасной. Но, к сожалению, такой ключ пока еще не создан. На странице 169 упоминается шаровая молния, которая и по книге, и в действительности остается самой большой загадкой для научного мира. Автор предполагал, что в 2001 году ответ уже будет известен. Но в действительности полностью разгадать природу шаровой молнии ученым не удалось. По крайней мере, не существует единой физической теории возникновения и протекания этого явления. Некоторые технологии, предсказанные в романе, до сих пор не созданы. Термоядерные или ядерные двигатели для ракет, искусственная сила тяжести на космических кораблях, введение человека в состояние анабиоза. В различных источниках, в частности в Википедии, упоминается, что роман «Космическая Одиссея» 2001 года написан по мотивам более ранних рассказов Артура Кларка. «Встреча на заре истории» и «Часовой». Есть в этих рассказах какие-то схожие моменты, но роман сильно ушел от них в сторону, и потому о какой-либо схожести здесь говорить не приходится. В концовке романа Кларк знакомит читателя со своими представлениями об инопланетных технологиях цивилизации, которая старше нашей на сотни тысяч, а может и миллионы лет. Это и прозрачные нематериальные летательные аппараты, которые позволяют перемещаться по космическому пространству, подлетать к поверхности звезд и не ощущать ни холода безвоздушного пространства, ни жары раскаленных небесных светил. Множество тоннелей сквозь пространство позволяют перемещаться в мгновенно выбранную точку Вселенной. Не все предсказания Артура Кларка сбылись, или, по крайней мере, еще не настало их время. Но в своих прогнозах автор пытался выйти из-за границы возможного. Роман для тех, кто не читал книгу или читал ее только в таком вот варианте, в нем не хватает последних глав, заканчивается следующей идеей. Человечество, по крайней мере один человек, со всеми знаниями современного общества получил в распоряжение новые знания, технику и технологии. Этот человек понимает, что все его прошлые знания – это ничто по сравнению с новыми. Он поражен своим могуществом, но пока не в силах оценить всего его масштаба и уверен, что сможет придумать, как все это использовать. В сущности, концовка повторяет самое начало, когда смотрящий на Луну получил сопоставимое могущество, и люди 21 века кажутся первобытными существами, совсем мало знающими о Вселенной, в которой живут. Если что-то важное упущено, пишите комментарий. Обязательно ставьте палец вверх, жмите кнопку «Подписаться» и продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер.